doğru şu. Ne maşallah. Bu da Da açtı. Dik da ol. Hadi yıl bayı pizza. Hoş hüsnüşka. Hoş alım ne hoş. برزق وشمتيور رأى ودادوه صدح كنشنا شيسة ترام قدوه الليس بيرو شيسة تروي تاشكيش عباز بوش ليكسينا سستكر لخو يورتو يعني مولوش يورتو أيلن آراء بعد ويلنا هنا حيوش عشر لخس طلعت إذا بوح ويلنا وانا قول ما اشتبروا ده حاجة شلا قول لا رأي إذا بو يتنس يقشي خير بخرار أوتخيناح حقول لك عباش بشلوري قزع متك نح بهر بو عشان даже не мог себе нормально себе представить. Как он нающий его шметик шмейрош, но куда он маяцер. Его حلاحج برزي عاس حلاحج إذا بو إشته يورت بحيوه شمتك اللي قد برز دحل. إنز أوتخيناح تسار قلق مش هاديك أولاد سنحوز مش هاديك خرشتو خلادو هرا خل صورتو اتنقو قلنا داك حاجة دونا إيش ساقوي اليورش ورسل إيش باوي لحظة بيلو ييري بوش يو ترنات سيقو ده تقول أنا باو وزح محلي حلاينا سراتور بحكي عايشي بر صناعة سنده سوير شباب بقدريش ما قردو بقيتاج بيوق باونا موخ العالم بيرو إتاج بيجن لي شلو إتاج يولي شلو قولا ده عشرة يولغا بيواي خلو بيولغا استرجوا إشت يوشلو قبا باو وتبيعها حالت إيوا قباش необходимо сеяцерса можем мы поднимем حال ببرلقة حال ببرلة وعبر سبا а вы знаете что у вас там орлиное гнездо Бог не знаю, Саудовская Ассирия знаю, а легко набочь, халаве, харш действительно, вот что эрзу, что день хуашту, что бебукуса. На самом деле, эрзу но бешт, это адам дует и кочер, бешбац. Ну, адмет да قولوا شو سحلوا يرسقوا سيلش عرفتنا خلقة. صول ده إشي эрзу حدوش دادوش إشي يكونش لريش يكونش أيضا صول ده. ديلا إرزون زيتيل يزعل إشتسال. هو ده بسمع. إشتسال نجنزدو إشتسال. السيدة قا إشتسال. تام يسيل يجد إنه إيش يشعور ده صون يجد يتلوش. Мы находимся в музее, краеведческом музее. Сейчас вы здесь увидите истории наших предков. То, что наши ученики читают в книгах, здесь можно все увидеть своими глазами. Посетителей и вот смотрящих у нас бывает каждый день почти что. Приходят сюда не только молодые, но и наши бабушки, дедушки. Приходят своими воспоминаниями и что-то сами наполняют каким-то рассказом, своим воспоминанием о былом. Пару слов про экспонаты расскажете нам, как они сюда попали, когда они вам их дарили же в основном, да? Экспонатов обычно кто-то дарит или кто-то приносит на память. Здесь вы можете увидеть те экспонаты, где когда-то пользовались наши бабушки и дедушки.
которые они приложили свою руку. Вы знаете, вот эти кувшины, вот эти маслобойки, которые видят, какие-то деревянные тарелки, утварь кухонные, которые несколько лет сохранилась. И сегодня вот это все напоминает о прошлом наших предков, бабушек. Хорошо, а теперь вот про легенду, как вообще было построено Орлиное гнездо? Орлиное гнездо имеет свою такую историческую, так можно сказать, воспоминания наши вот шейха Хазуева. Когда-то в средние века жил в Махкитах человек по имени Ибак. И такой ясный день он пошел на сенокос, на склон горы, который вот здесь сейчас, где находится наша башня. И вот тот день на него напал волк одинокий. Все знают, что волки не нападают, не стая. А в этот день, такой день, который человек один на один столкнулся с голодным волком. Битва продолжалась сколько часов, Ибак и не помнит, но иссякнул силой, истекая кровью. Он вспоминает, как будто какая-то черная туча на него какой-то давит. И оказывается, это был орел. Орел напал на волка и своим клювом начал его биться с волком, спасая тем временем человека. И волк как-то отошел от иссякнувшего, бессильного вот Ибака. И, набрав силы, Ибак, сопровождая орлом, орел вился над ним до конца, провожая его до села. И после этого, провожая до села, он добрался весь в крови. И после этого у Ибака такое вот возродилось такое, чтобы построить, дал себе вот так завет такой, построить на склоне горы вот такую башню. А в этой башне, вот на склоне вот этой горы, все знали в селе, что там обитает одинокий орел. И каждый год он бил себе гнездышко, в общем, птенцы у него были. И никто, люди вот так даже не дотрагивались, в общем, как талисман, в общем, орел этот. Но прошло сколько лет, сколько поколений, но вот это все, правнук даже, праправнук Ибака построил, в общем, завет наших отцов, вот пришлось вот Хазуев, воплотить. Вот сегодняшний день это и есть желание, мечта нашего Ибака. Это история. И еще, знаете, еще одно. Первый год, как мы построили эту башню, были у нас в тот день и журналистов, которые они на 5-й этаж вверх, они поднялись по ступенькам, и все тогда увидели гнездо орла. И там были птенцы. Первый, кто, в общем, кто зажил, нашел себе опять орел нас. Поэтому вот это орлиное гнездо, поэтому и назвали эту башню Орлиным гнездом. Основной контингент населения тоже тут живет. Ну, насчет вот этого музея, у нас и в школе есть музей краеведческий, но, правда, у нас таких возможностей, как у Хазуева шейха, нет, чтобы такие экспонаты богатые собрать. Вот этот музей имеет огромное значение для подрастающего поколения, для тех, кто интересуется историей своего народа.
интересуются, как жили родители их, старики, деды, прабабушки, бабушки, чем они занимались, чем они пользовались. Сегодня-то у нас век технологий, все у нас готовое, все в пакетах раздается. А в то время все надо было трудом добывать. И сейчас вот Чехия собрал такой богатый материал, и военная история тут представлена, и хозяйственно-бытовая история представлена, утварь, которой пользовались еще до нашей эры. Даже есть тут экспонаты некоторые, вот я как раз смотрел, там сегодня он новый, по-моему, подвез. Там украшения женские есть, браслеты, наконечники стрел, кинжалы. Ну, в общем, материал очень у него богатый. И для молодого поколения, которое действительно хочет знать, чем же вот занимались их родные, которые жили, может быть, сотни веков назад, может быть, сотни лет назад. Ну, для них это богатый материал для своего развития, чтобы получать знания, чтобы то, что мы в школе даем, это будет пополнять, если они будут часто. Правда, они и так здесь каждую неделю по 2-3 раза. Ну, я не знаю, вопросы какие-нибудь. То есть, получается, то, что вы преподаете в теории в школах, они на практике могут здесь... Конечно, тем более здесь и Дагман, и сам Шейхи, он хороший гид, между прочим. Он каждую вещь, которую приобрел, может рассказать историю этой вещи, может полчаса, час рассказывать. Конечно, если есть время свободное, этим и мы занимаемся, потому что мы должны прививать уважение к старому, потому что гилак, кулак, все это оттуда исходит. Сегодня многое забывается. Мы тоже с другими народами как-то сравниваемся. Я не знаю, с одной стороны в хорошую сторону, с другой стороны свои обычаи забываем, и это очень, по-моему, плохое. Или? Вой. Нина, нивы, ацерти. Ажалхар шаднш. Кихумаца хрчи, оча. Сискал хияпош. Юга иели ялчалда. Кихкин ялч, отку бахки, очу йохшылыш. Юги бира бүли. Идога никлыхла. Очицан хайохшылы. Сол яхялык бүлхи ию ялык. Вот иштаду. Бақайет шур хоқчач ог мерс хулдайлч. Хоқча мустацало. Хоқча шур ютпе. И шил қадиле йолшылы мусталыш. Дагман, хочешь сказать, Здесь вы можете увидеть прошлые наших войнахов, где жили наши предки. А зато здесь такой уют, где можно услышать гармонь одинокую своей изумительной музыкой. Здесь человек может отдохнуть. Которые сюда приезжают, обычно с благодарением уезжают. Они отсюда уезжают с такими впечатлением. Они просто отдыхают от городской суеты. Здесь тишина. Кроме гостевых комнат у нас есть и банкетный зал. Здесь мы проводим вечера, посвященные юбилеям, ко дню рождения, и по знаменательным датам, где каждый может поучаствовать. Здесь звучит народная музыка и кухня национальной
где Чем вы может угощаете чепалгич, хильгалыч, жижигалныч. И шашлык, конечно, как же без шашлыка?